Но я просто очень вам рекомендую. Дома рожают, здесь, в Аргентине. Однозначно я бы сама не справилась. Они тебе помогут, даже если ты этого не хочешь. Уровень преступности гораздо ниже, чем в России. Друзья, всем Буэнос Тардес из солнечного Буэнос-Айреса. Меня зовут Артем Лорес. Я являюсь руководителем компании Латиноруса. Сегодня мы приехали в гости к нашей прекрасной Татьяне. Татьяна была нашей клиенткой по родам в Аргентине. Мы хотели для тех, кому будет интересно, как вообще все проходит, как рожать вообще в Аргентине, кто для себя раздумывает, стоит ли ехать рожать в Аргентину, какие могут быть подводные камни, какие плюсы и минусы, и вообще как все произошло. Мы хотели как раз Таню попросить, чтобы она рассказала, может, кому-то это будет полезно в принятии решения. Здравствуйте! Я бы прежде всего хотела бы сказать огромное спасибо вам и вашей команде за помощь, за то, что вы меня и встретили, и были всегда 24/7, всегда были на связи. В любой момент я могла написать по любой проблеме, всегда была оказана помощь, поддержка, даже когда ложные схватки были, и все, в общем, все было просто на высшем уровне. Спасибо вам огромное. Спасибо, Таня, очень приятно. Ну, вообще, Таня, расскажи, как ты приняла решение рожать за границей? Почему именно Аргентина? Почему не в Москве, не знаю, не в Бразилии, там, не в Мексике, не в США? Америка, естественно, она дорогая по сравнению с Аргентиной, и там не дают сразу гражданство детям, и по достижению, по-моему, 18 лет можно только тогда иметь паспорт. Аргентина – это одна из немногих стран, где паспорт выдают сразу. И это здорово. И дальше вы можете, родители могут претендовать на гражданство, далее братья, сестры и так далее. То есть, и плюс еще, знаете, как в Аргентине уже налажен поток. Нет неизвестности, все понятно. Есть понятные люди, которые помогают. Много русских. Здесь люди прежде всего ценят свободу человека, свободу слова, свободу мысли. Очень любят русских и уважают. И это здорово. И, наверное, это одна из многих причин, почему именно здесь. На самом деле причин могу перечислять много, но я так понимаю, что слишком мало времени у нас. Да, не будем утомлять причинами. Я надеюсь, что вам того, что было сказано Тане, уже будет достаточно, чтобы принять положительное решение по родам в Аргентине. Тань, смотри, а какие были первые впечатления? Ты беременная, полетела одна рожать в Аргентину вообще, как ты прилетела, грубо, все, самолет приземлился, ты там прошла таможню, выходишь, что тебе бросилось в глаза, как тебе Буэнос-Айрес, что прикольного было там? Прежде всего, конечно, я приехала совсем одна. Одна, беременная, в чужой стране, это, конечно, было очень страшно. Но я знала точно, что я приезжаю, меня встречают русские люди, с которыми я очень много и долго разговаривала по телефону, общалась, выясняла, которые мне подобрали сразу жилье. И, соответственно, сразу мы спланировали все походы к врачам, все обследования, в общем, все, что можно. Это мне очень сильно помогло перебороть тот страх неизвестности, когда ты приезжаешь беременной в чужую страну, очень далеко от России. Соответственно, было спокойно, скажем так, спокойно было. Здорово. Слушай, а скажи, что вообще первое тебе бросилось в глаза того, что нет в России в Буэнос-Айресе? Очень много того, чего нет в России. Здесь другой менталитет, и здесь другое уважение к людям. Здесь более люди открыты, здесь люди всегда готовы помочь. Не только русские, а даже больше аргентинцы готовы помочь. Ты можешь в любой момент обратиться к местным, и они с удовольствием тебе помогут, подскажут настолько, насколько сами смогут. Даже если ты не знаешь местного языка, все равно они жестами как-то еще обязательно будут тебе помогать и пытаться это сделать, по крайней мере. Да, и зная аргентинцев, они тебе помогут в любом случае, даже если ты этого не хочешь. Да, Тань, скажи, а как вообще происходил процесс подготовки и сами роды? Условно, выбрали клинику, дальше как? Расскажи. Да, прежде всего выбрали клинику. Я читала много отзывов об этой клинике, я спрашивала везде в чатах, и да, подтвердили, что эта клиника одна из лучших, и я не ошиблась. Этот последний месяц я с переводчиком ходила к врачу, было 6 посещений врача, было сделано несколько анализов крови, мочи, УЗИ, и
То есть врач уже определяет, какие еще анализы нужно сдавать, и, соответственно, вот все, что нужно, абсолютно все было сделано. Тань, ну я так, насколько я помню, ты рожала в клинике Тринидад. Вообще, вот как эта клиника тебе, вот, в принципе, ну, по сравнению с московскими? Мне очень понравилось, и очень большое усиленное внимание врачей, медсестер, всего персонала. Очень чистенько все, напоминает номер отеля, сама комната, полная помощь во всем. То есть мне все очень понравилось. Причем можно как бы сразу выбирать врача отдельно, да, и с этим врачом рожать. Либо можно другой вариант, можно взять клинику, оплатить клинику и уже приехать и рожать с дежурной бригадой. В принципе, как бы я знаю, что и так делается, и проблем нет и так, и так. Да, Тань, скажи, а насколько вообще важно было тебе наше сопровождение, как считаешь, что там ты справилась бы сама или все-таки? Ну, однозначно я бы сама не справилась. Вы приезжаете совершенно в другой менталитет, в другую страну. Вы ничего не знаете. Естественно, необходимо, очень необходимо сопровождение. Если вы хотите сохранить свою нервную систему, если вы хотите, чтобы у вас прошло гладко, не переживайте, не нервничайте, естественно, нужно брать того, кто будет помогать. Вот организацию, которая называется Латина Руса, и они очень классно мне помогли. Вы знаете, это не только вот как бы такая вот ощутимая помощь в родах и так далее, это еще и моральная помощь. Мне постоянно там писали сообщения практически каждый день, все ли у меня хорошо, как я себя чувствую, постоянно интересовались моим здоровьем. И это тоже очень важно на самом деле. Спасибо вам большое еще раз. Да, Таня, подскажи еще момент. Вот многие очень вот, девушки, женщины, которые к нам обращались, они боятся там, долгого перелета, что там что-то не так пойдет. Расскажи вообще, как ты летела, допустим, на каком сроке и как вообще твой полет прошел? Я летела на самом последнем сроке, когда можно летать. Сразу говорю, вот один такой момент, очень важный для всех женщин, которые собираются лететь беременным. Когда вы делаете справку о беременности, о количестве недель, обязательно, чтобы ваш врач указал, что это одноплодная беременность, потому что для двуплодной и трехплодной там разные сроки возможности для перелета. Именно из-за этого у меня были проблемы, когда я летела через Эмираты, и, соответственно, там, конечно, я никак не смогла доказать, что у меня, да, вот мой срок, на этом сроке еще можно лететь, но одноплодная у меня беременность или нет, я никак не могла доказать, и меня пропустили, мне повезло. Но я просто очень вам рекомендую к этому отнестись более серьезно и основательно, и заранее это все сделать. Это первое. Второе, если есть показания, обязательно переговорите с врачом, обязательно какие лекарства пить. Допустим, мой врач, она боялась, поскольку это у меня 4-я беременность, 4-е роды, она боялась, что я могу родить раньше времени, и она мне дала соответствующие таблетки, которые абсолютно безвредные, но поддерживают при перелете. Перелет прошел достаточно комфортно. Естественно, берете какую-то подушку, что вам удобно. Берете там фильмы, хотя авиакомпания тоже фильмы предоставляет, там даже есть интернет. В принципе, для меня полет прошел быстро. Просто хорошо подготовьтесь, что вас конкретно расслабляет, что вас радует, какие фильмы, книги, ну и так далее. Да, Таня, и еще расскажи такой момент, как вот, все ты родила, все хорошо, то есть что происходило дальше, вот как ты получила на Тамару документы? По поводу документов на ребенка, это совершенно не трудно. На получение свидетельства о рождении мне ушло неделя. Далее ДНИ, это внутренний паспорт ребенка, это тоже у меня, я заказывала с вашей помощью, конечно, по ускоренной программе, тоже где-то неделю и где-то неделю паспорт. В принципе, очень все легко, быстро, все оперативно. Мне не пришлось особо заморачиваться. Вот. И, знаете, я сначала хотела сразу уехать, а потом смотрю, сейчас уже лето, как бы аргентинское начинается, а у нас там зима, холодно, морозно, слякотно. И я решила на это лето остаться здесь и податься самой на документы, ДНИ, паспорт. Вот. И ребята мне помогли, все очень тоже быстро, оперативно, все документы собраны. Я, кстати, не все документы с собой взяла, когда летела, вот. Но, в принципе, мне люди по доверенности, мои родственники, получили все документы и, соответственно,
сюда попадали. Здорово. Хорошо, Тань, можешь тогда показать, вот, что ты получила, то есть паспорт у дочки, то есть, показать, как вообще выглядит, да, вот, покажем. Вот такой вот синенький паспорт будет у вас, у вашего новорожденного, если вы будете рожать в Аргентине. Да, Тань, ну спасибо тебе большое за то, что согласилась на такое мини-интервью. Вот, ну и скажи вот напоследок тем вот нашим клиентам, девушкам, которые там сомневаются, ехать в Аргентину или нет, вообще, ну, твое напутствие какое-то можешь из первых уст? Вы знаете, если, допустим, вы сомневаетесь, Аргентина это или там другая страна, то, естественно, это должна быть Аргентина. Ну, по крайней мере, я рассказываю свой опыт. Мне очень нравится Аргентина. Во-первых, паспорт сразу, документы сразу на ребенка. Далее для вас очень легкое получение, достаточно быстрое. Очень, кстати, можно еще банковские карты делать, оформлять в местных банках. Очень много, ну, в общем, возможностей много. Добродушная атмосфера. Как я уже говорила, атмосфера праздника. Везде там танцуют, поют. В обычный киоск заходишь, в обычный магазин, а там звучит латиноамериканская музыка, и они там веселятся. Вчера, допустим, вот воскресенье, а у них какой-то парад, они идут, танцуют, поют. В общем, ну, здорово, классно. Вот. Сейчас особенно здорово будет, потому что сейчас будет лето аргентинское, вы сможете поехать на океан. Кстати, Аргентина, вот здесь на паспорте, смотрите, здесь вот, если видно, вот здесь как раз-таки тот самый край света. Вот если вы любите путешествовать, то вы можете туда съездить. Потом далее есть очень много мест на берегу океана, где можно классно отдохнуть. Не знаю, посерфить, полежать около океана на берегу. Есть горнолыжные курорты, есть Патагония, Игуасу, это водопад огромный. Архитектура Буэнос-Айреса просто потрясающая. Любой город взять, и любой город Аргентины, он по-своему красив. Я могу долго и долго и долго об этом рассказывать, но реально вот я очень советую именно Аргентину. И, кстати, Аргентина по данным сейчас, по-моему, 2-е или 3-е место занимает среди безопасных стран Южной Америки. Да, и знаете, и здесь уровень преступности гораздо ниже, чем в России. И это тоже здорово, это тоже классно. Супер. Хорошо, спасибо тебе. Спасибо всем, кто смотрел этот ролик. Ну и также напоминаю, что наша компания Latino Russo занимается помощью в организации родов в Аргентине, также сопровождением в легализации через процедуру рантье, через учебу. Вот. Так что, если вы хотите родить в Аргентине или переехать жить в эту прекрасную страну, то обращайтесь по контактам, они будут в описании к этому ролику. Там будет WhatsApp, Telegram, наш сайт. Можете смотреть, изучать, оставляйте заявки. Наши менеджеры все с удовольствием вам расскажут. Ну и также, друзья, большая просьба, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк, напишите вообще любой комментарий, потому что нам это очень важно для продвижения наших роликов, для дальнейшей работы. Вам не сложно, нам полезно. Ну и мы будем в будущем стараться создавать для вас полезный контент. Мы будем расширяться, то есть у нас в планах еще Бразилия, Чили, Панама. То есть сейчас у нас есть Парагвай и Аргентина. Вот в дальнейшем планируем расшириться по странам Южной Америки. Так что следите за нами, будем записывать для вас интересный контент, интервью с интересными людьми. Так что всем спасибо.